Всем привет, меня зовут Ируша, и сегодня я буду говорить о том, что жизнь мужчины без женщины в кайф. Да, именно так. Как только мужчины не описывают свое блаженное состояние, когда они полностью сами отказались от отношений с женщиной или какого-либо взаимодействия, потому что уже поняли, кто такая женщина и что ей нужно от него. Или после развода мужчина ощущает наконец-таки драйв. Наконец-таки мужчина начинает жизнь и жить, и понимает, что такое жизнь. Ребята, я кайфую, я на 7-м месте от счастья, я в раю. Вот что можно услышать от мужчин. Они солидарны друг с другом, дают друг другу советы, выбирайте себя, отказывайтесь от рабского мышления. До сих пор вызывают споры мужчины, которые в самом рассвете сил, как Карлсон, которые пушат здоровьем, у них все ладится в работе, в жизни. Они прекрасно себя ощущают, но есть один нюанс: они не хотят жениться. Свобода не в том, чтобы делать то, что хочется, а в отказе делать то, что не хочется. Жан-Жак Руссо. Без ЗАГСа мужчина с правами, мужчина после ЗАГСа полное бесправие. Как говорится, лучше 15 минут потерпеть, чем 2 часа уговаривать. Вот мужчины сейчас научились 15 минут терпеть, чтобы никого не уговаривать. Но сейчас надо сказать, что уже есть такая свобода выбора, когда мужчины, не оглядываясь, обычно это ближе к 40 происходит, так отмечают психологи, честен перед самим собой, задают себе вопрос: а что нужно мне? Мужчины сейчас хотят жить по своим правилам. Кто-то из мужчин говорит так: чтобы я женился, мне женщина должна что-то очень уникальное предложить, но многие этого не могут. Только у нас уникальное сейчас, к сожалению, становится то, что раньше было нормальным. Доверие, честь, порядочность, совесть, честность, уважение, восхищение к мужчине. Вот в такие мы мрачные времена живем. Вообще много мужчин сейчас замечают, что брак и вообще отношения, они как будто удачу забирают у человека. Вот такая вот сейчас тоже тенденция. Какие-то, как вы неправильно их готовите, да, вот какие-то женщины неправильные пошли, от которых неудача идет. Или здоровье тоже может прям поломаться в момент. При отношениях и разводе обязан, должен, депрессия, подавленность после развода, открытие бизнеса, ощущение счастья, отсутствие кредитов, кайф. С женщиной должно быть хорошо, без нее и так плохо может быть. Психологи отмечают, что мужчины, которые расходятся, у них происходит восстановление автономности личности с самим собой, что можно и наблюдать. Мужчины прекрасно и гармонично себя чувствуют. Они, наоборот, такие не ощущают гармонии в отношениях, а сами с собой они ощущают, что все супер. Самое главное достижение мужчин сейчас — это то, что они прекрасно стали понимать все правила и стали играть в них так, чтобы выигрывать. Помимо того, что набирает популярность, да, это тема жизни соло-мужчин, когда мужчина отказывается от отношений. Но и надо сказать, что это не беспочвенно. Семья сейчас уже не является такой точкой силы, точкой реализации человека, которая могла помогать ему. А ребенок — это уже не что-то прекрасное, наше будущее, а ребенок может являться средством манипуляции для женщины, чем женщины, конечно же, и пользуются. И сегодня я буду говорить о плюсах мужчин, которые живут одни и без отношений. Есть ли жизнь после женщины, есть ли жизнь без любви? И также сегодня скажу каких-то известных людей, которые жили без женщин, приняли это осознанное решение. Знаете, кто-то из умных людей сказал: исследуй свой поступок перед его началом. Вот мужчины сейчас исследовали и не начинают отношения, потому что знают, как они закончатся. Мужчины в целом просто боятся быть
облапошенными. В начале видео я хочу поговорить о том, что не лежит на поверхности, но то, что касается каждого, и то, что мы можем замечать. Какое-то время назад очень ловкий прием использовали, он и сейчас тоже в ходу, когда навязывали определенное поведение, определенную парадигму для человека. Это состояние успешности, статуса, обладания чем-то. Если человек это не получал, пытался доказать это, играя по правилам, которые ему вообще-то не подходят. Если он это не получает, то у него возникает очень стойкое состояние неудовлетворенности, никчемности, и на этом очень ловко играют бенефициары рекламы, медиа, фармы, да, все депрессии от этого, и разные там табачные компании, как вейпы, да, которые популярны. И таким образом, когда человек... И от этого привычка возникает, когда человек постоянно не удовлетворен своей жизнью. И эта неудовлетворенность, она очень сейчас часто встречается у женщин, когда женщина не умеет радоваться маленьким вещам, потому что это трагедия на самом деле для человека, когда, если человек не умеет маленьким вещам, от маленьких каких-то вещей, от простых вещей получать удовольствие, то и большие вещи ему тоже не принесут никакой радости. Это иллюзия, то, что человек, женщина это получит, и у нее от этого возникнет стопроцентное счастье. Ну что ж, какие плюсы у мужчин, которые живут без женщин? Мужчины, которые одни, они финансово более удовлетворены своими возможностями, но это логично, конечно, если мы даже не берем семью и детей, то мужчины, которые тратили на женщин деньги, поняли, что они очень быстро могут накопить и уже очень много, потому что самим мужчинам не так много нужно на себя, как сколько было растрат на женщин, да? Есть свободное время, никто его не контролирует, ни перед кем ты не должен отчитываться. Ты живешь так, как ты хочешь. Весь мир перед тобой. Как говорят, мы, женщина, создана для любви, да, а не для того, чтобы убираться. Ну вот посудомойка и робот-пылесос вполне себе такой дуэт для мужчины необходимый, я считаю, который справляется по дому. Пока ты там кушаешь, этот робот-пылесос уже все уперет, и вообще идеальное средство для мужчин. И думаю, что в этот момент мужчина даже про женщину и не вспомнит. Мужчина вспоминает только в том случае про женщину, я считаю сейчас, это когда, конечно, либидо говорит, природа берет свое, когда либидо просыпается, все-таки то, что нужна потребность в женщине, в близости, в нежности, в ласке, заботе. Но не все женщины сейчас, к сожалению, это могут дать. Женщина, наоборот, сейчас является источником стресса, источником проблем, поэтому мужчины и не хотят связываться. Мужчина один, он может быть лучше реализован, потому что быт, вот это все съедает, очень много энергии забирает. И женщина сейчас является как сосуд, она забирает мужскую энергию. Мне сразу вспоминается мультик «Геркулес», где он там у Аида, когда резали его жизнь, нитку, и он такой все слабее и слабее становился. И вот это очень похоже сейчас на современную реальность, когда уже отношения и семья они не питают человека, и у него не расправляются крылья за спиной, когда ему хочется что-то делать, и он чувствует себя отлично, а наоборот, он истощен, он ничего не хочет. Мужчина, который без отношений находится в лучшей физической форме. Это, кстати, я тоже заметила. Как только мужчина пробегает какой-то рубеж, вот свадьба прошла, он себя как-то держал еще в форме, потом все. И психологи заметили, американские, что мужчина после свадьбы через год уже может набрать там 9-10 килограмм спокойно.
А мужчины, которые одни, они все равно волей-неволей стремятся понравиться. Ну так мы устроены. Поэтому держат себя в форме и вообще следят за собой. Что сейчас хотят мужчины, чтобы женщина им дала, тогда они могут вступить в отношения. Мужчины хотят свободы, принимать решения самому и заниматься хобби, которое нравится. Кто из известных людей отказался от женщин? Так же, как поступают сейчас некоторые мужчины. Это был Никола Тесла, инженер и физик-электронщик. Никола не просто избегал женщин, но вообще считал, что женщины — это малозло. Он жил наукой и все время посвящал научным исследованиям. И вроде бы он такой был, значит, отказник, скажем так. Но по прошествии времени он все-таки изменил свое решение, когда какое-то время он стал проводить с племянником и ощутил радость родства какого-то, детей, наверное, представлял, и понял, что если бы можно было повернуть время назад, то обязательно бы хотел бы почувствовать радость семьи. Уже в серьезном возрасте Никола говорил о том, что одиночество из сладкого превращается в горькое, и с каждым годом все горчее и горчее. Конечно, у мужчин происходит защита, чтобы просто сохранить свои нервы, свою спокойную жизнь, гармонию внутри, если хотите, да, чтобы извне женщины это все не нарушалось. Я верю в то, что наступит такая точка невозврата, скажем так, но возврата, да, то есть невозврата в том смысле, что уже какой-то что-то такое серьезное произойдет, когда женщины наконец-таки поймут, что их понесло не туда, и нужно возвращаться в свое женское сущность, свою женскую, то, что полностью должно соответствовать настоящей прекрасной женщине. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже в следующем видео. Пока!